Друзья, приветствую вас на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас прогноз на июнь 2026 года для Овнов-Дев. Очередной месяц, который вносит значимые перемены в нашу жизнь на несколько месяцев, будет тенденция. Поэтому сейчас будем разбираться. Если вы на канале в первый раз, то я бы хотела обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И пройдите, пожалуйста, по этой ссылке, постройте свой гороскоп, и тогда уже смотрите гороскоп для правильного знака. Если вы не знаете точное время своего рождения, то тогда для знака зодиака Луны смотрите, тоже постройте гороскоп, посмотрите, в каком знаке у вас находилась Луна в день вашего рождения. Для ведических астрологов, которые только начали свое обучение, либо хотят продолжить свое обучение ведической астрологии, я делаю маленькое объявление. 5 июня начинается курс по дробным картам. Ссылку на запись на этот курс я оставлю в описании, в комментариях к этому видео. Пожалуйста, я вас приглашаю. Вы можете пройти на сайте на страничку по курсу Чарадаша, которого уже было 2 потока, почитать отзывы, каково это обучаться у меня. Ну и теперь давайте обсуждать тенденции июня для всех знаков зодиака. Первый у нас Овны. И первое событие, которое у нас будет происходить в июне, 1 числа, Юпитер вернется, повторно зайдет в ваш 4-й дом гороскопа. И Юпитер будет в 4-м доме гороскопа до 31 октября у вас. Почему повторно? Потому что с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года Юпитер уже был в вашем 4-м доме гороскопа, и потом вернулся в знак зодиака Близнецы, и сейчас снова заходит в ваш 4-й дом гороскопа, в знак зодиака Рак. И вы можете, во-первых, так немножко вернуться в памяти в своей, в те события, которые у вас происходили в период с 18 октября по 5 декабря 2025 года. Потому что в чем-то эти тенденции могут повторяться, в чем-то события могут перекликаться. Может быть, даже вы сейчас вернетесь в своей жизни к тому, что нужно завершить то, что не было завершено в это время. И о чем в первую очередь? В первую очередь это о доме, о том месте, где вы живете, о транспорте, который у вас есть, либо который вы хотели приобрести, об отношениях с мамой. Юпитер в 4-м доме гороскопа Овнов склоняет к переездам и переменам в том месте, где вы живете. Также к расширению того места, где вы живете. То есть это может быть возможность какую-то пристройку сделать, либо поменяться, например, там квартиру обменять, либо прикупить участок земли. Но речь может идти еще и о переездах, речь может идти еще и о том, чтобы продать и купить. Это же может касаться и квартиры, и машины. Помимо этого, это может касаться и того, что происходит в жизни мамы. Юпитер в этом положении влияет, и все это обычно происходит очень быстро, то есть события могут разворачиваться так, что вы просто не замечаете, как оно так вдруг резко все порешалось. Но, повторюсь, что, может быть, это будет повторение тех событий, которые были у вас осенью. Юпитер в этом положении влияет и на работу, поэтому могут быть такие тенденции, что у вас что-то происходит дома, и это влияет на то, что происходит на работе, либо, например, у вас появляются какие-то карьерные возможности, и вы решаете срочно переехать, либо вам от работы что-то помогают, либо же вам какие-то предложения поступают, и вам приходится принимать решения, связанные с работой в том числе. То есть может быть еще какая-то завязка. Вообще 4-й дом — это дом внутреннего ощущения счастья, поэтому вы на этот период можете почувствовать, как у вас вырастают крылья, как будто бы вам море по колено. То есть вы с легкостью, с оптимизмом решаете, что вот сейчас самое время что-то изменить, что-то исправить, что-то сделать, то, на что вы давно не решались.
или же то, чего вы так давно хотели. То есть это могут быть периоды, когда вы просто подрываетесь с места и делаете то, что вы хотели. В том числе у овнов может быть вероятность поездок или переезда за границу, но еще расширение в буквальном смысле может быть дома за счет того, что к вам кто-то приезжает. Кто-то издалека, кто-то из другой страны. Такое тоже может быть. С 8 июня по 4 июля в компанию к Юпитеру заходит Венера. Вообще это две мягкие, добрые планеты. Юпитер и Венера, две планеты денег, в том числе две планеты обучения тоже, удовольствия. В 4 доме Венера дает наслаждение этим местом, где вы живете. Венера дает желание украшать, наводить порядок. Венера дает желание заняться домом, вложить туда свои силы. И здесь есть даже прямое указание на то, что вы можете тратить деньги на недвижимость, транспорт, жилье, на землю, помогать маме, что вы можете покупать в дом что-то, особенно связанное с текстилем, с посудой, с картинами, с украшениями, но и транспорт тоже. Еще одно указание Венеры – это то, что если вы, например, не жили вместе, у вас есть отношения какие-то на расстоянии, то в этот период вы можете съехаться, либо вместе куда-то поехать, отправиться на какое-то время, то есть вместе пожить. Но, опять же, тоже помощь маме здесь не исключаю, решение маминых жилищных вопросов. Но, в принципе, Венера и Юпитер – две хорошие такие мягкие планеты. Венера тоже дает желание наслаждаться, Венера тоже дает желание оптимистично смотреть на жизнь, поэтому вот эта сфера недвижимости, транспорта, земли, внутреннего ощущения счастья, вашего состояния, которое, если, допустим, у вас депрессивное состояние, то оно улучшится, оно станет более ярким, более яркие краски в жизни и так далее. И вот эти две планеты, они, в принципе, дают вам шансы какие-то в этой сфере жизни. Что-то может получиться, что-то вы можете решить, то, что давно не решалось, например. 15 июня по 16 июля Солнце будет идти по вашему 3-му дому гороскопа, дому документов, хобби, коротких поездок, друзей, братьев и сестер, знакомств. И 15 июня еще будет новолуние в этом 3-м доме гороскопа. Вообще новолуние – это начало чего-то нового, а 3-й дом, вот как я уже сказала, документы, то есть это может быть какой-то документ получить, процесс какой-то запустить по получению документов, договор какой-то подписать, сделку какую-то, зарегистрироваться в социальной сети, встретиться с друзьями, появляются какие-то знакомства. А Солнце, когда будет идти по 3-му дому гороскопа, оно будет подсвечивать эту сферу жизни и выявлять какие-то вопросы, которые вам нужно решать, либо которыми вам нужно заниматься. То есть, в принципе, документы, хобби, короткие поездки будут актуальны, общение с друзьями, братьями и сестрами, решение дел в различных инстанциях, типа банки, страховые компании, в таком роде. Плюс Солнце еще указывает на оформление документов на детей, на учебу. То есть в прямом смысле кто-то еще из овнов поступит учиться куда-то, пойдет на курсы, например, на оформление документов на детей, на учебу, на какие-то мероприятия, может быть, праздничные. И вообще заниматься организацией каких-то мероприятий, то есть покупать билеты, например, на какие-то концерты и так далее. Ну и Солнце обычно нас делает каким-то экспертом в 3-м доме, то есть экспертом, когда мы занимаемся тем, что даем советы, например, да, помогаем своим друзьям, знакомым и все в таком роде. С 20 июня по 2 августа по вашему 2-му дому гороскопа пойдет Марс. 2-й дом гороскопа – это дом ресурсов. Дом ресурсов, денег, питания, зрения, зубов, родительской семьи. И когда Марс идет по 2-му дому гороскопа, это может быть лечение зубов, зрения, того, что на лице. Но помимо этого, 2-й дом – это еще и дом нашей речи, то есть мы можем начать больше агрессивно выражаться, когда у нас что-то, например, не получается. И косвенно для тех овнов, у кого действительно будет решаться вопрос с покупкой жилья, с покупкой, ну, в первую очередь, всего, что связано с жильем, с землей, Марс косвенно подтверждает траты денег на такие вещи. То есть Марс по 2-му дому гороскопа – это еще и большие расходы.
потому что второй дом — это дом наших ресурсов, и это планета, которая, условно говоря, показывает большие траты на какие-то цели и траты наших ресурсов, не только финансовые, но и когда мы силы вкладываем, время вкладываем. Помимо этого, Марс — это управитель всего вашего гороскопа, и когда Марс, как управитель всего вашего гороскопа, идет по второму дому гороскопа, он показывает, на что мы направлены. А мы направлены на то, чтобы саккумулировать средства, посчитать, сколько у нас есть денег, сколько у нас есть ресурсов, сколько нам нужно, может быть, где-то одолжить. Тут есть даже такие комбинации на то, что кто-то из овнов может даже пользоваться заемными деньгами, кто-то может давать деньги в долг. То есть вы как будто бы в какой-то степени скребете по сусекам, собираете, да, может быть, действительно на первый взнос на квартиру. Может быть такое, что и спорите из-за денег тоже, то есть отстаиваете какие-то свои финансовые интересы, спорите из-за того количества времени, которое вы уделяете другим людям. Такое тоже не исключено. Немного, может быть, ревность подниматься в эти периоды, немножко может подниматься в эти периоды такая реактивность с точки зрения слов, которые вы говорите, с точки зрения ваших высказываний, то есть желание высказаться тоже может быть. С 22 июня по 7 июля по вашему 4 дому гороскопа, дому места жительства, недвижимости, транспорта, мамы, отношений с мамой будет идти Меркурий. И Меркурий с 29 июня еще станет ретроградным. Вообще Меркурий про что в 4 доме? Про то, что дома много разговоров, много писать, много говорить, много разбираться в каких-то мелочах, возможно, перебирать вещи. Меркурий в 4 доме про то, что нас эта тема очень интересует. Мы можем на эту тему общаться, изучать, то есть как взять ипотеку, как переехать, как прописаться, как расширить жилье. Поэтому эта тема вот как очень такая актуальная, которая будет у вас в июне прям такой важной. Но эта тема может быть еще, знаете, если у вас есть свой бизнес, то, например, открытие своей школы. У некоторых овнов работа с психологом, интерес к психологии, к музыке тоже может просыпаться. Потом еще Меркурий указывает на большое количество поездок в это время, даже на переезд у некоторых овнов на время или на постоянно. И на ремонты какие-то, на приход специалистов домой. То есть все внимание дому, мелкие доделки тоже по дому. И общение много с мамой тоже может быть и по Меркурию, и в целом. Но Меркурий дает больше всего склонность к тому, чтобы очень много общаться с мамой, может быть, маму куда-то возить по ее делам, то есть помогать быть активным, включенным. Но поскольку с 29 июня Меркурий становится ретроградным, то может быть такое, что какие-то дела, какие-то вопросы, которые вы будете в этот период решать, они могут зависнуть, либо не будут доведены до конца. Потом уже, когда Меркурий вернется обратно, тогда уже, может быть, что-то доделается. Поэтому будьте готовы к тому, что не все будет получаться с первого раза, но вы просто тогда не бросайте на полпути, а имейте в виду, что тут могут быть какие-то подводные камни, Особенно Меркурий еще формирует комбинацию на подписание каких-то документов и оформление документов на недвижимость, транспорт, на землю, на маму, на школу, на контракты с психологом, например, на занятия музыкой, на какие-то темы, связанные с родиной. И, возможно, эти документы будут подписываться несколько раз. То есть такая тенденция на то, что может все не с первого раза получиться. А 30 июня будет полнолуние в вашем 9 доме гороскопа. 9 дом — дом власти, отца, учителя, руководителя, зарубежных поездок, религии, философии, нашего взгляда какого-то на мир. Полнолуние в 9 доме гороскопа может давать какой-то ответ из госорганов, завершение какой-то процедуры в госорганах, в банке, у адвоката, у нотариуса, в институте, окончание какой-то учебы, расторжение, допустим, контракта с каким-то репетитором, либо завершение какого-то процесса по 9 дому, но и немножко какие-то перемены в мировоззрении по этому транзиту, по этому полнолунию тоже могут быть, когда ваш взгляд на привычные вещи может поменяться. Итак, дорогие мои тельцы, для вас июнь — это время, когда вы не
планируете, не управляете своими событиями в жизни, скорее всего, потому что с 1 июня по 31 октября по вашему третьему дому гороскопа пойдет Юпитер. И с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года Юпитер уже шел по вашему третьему дому гороскопа. Во-первых, можно вернуться, повспоминать, какие события были в этот период времени, что в тот период времени пошло не по плану. Потому что он указывает на то, что вы узнаете что-то или получаете какую-то информацию, которая меняет ваши планы, цели и намерения. Юпитер в третьем доме гороскопа может касаться партнерства, отношений с другими людьми. Вот это изменение планов относительно партнерства, отношений с другими людьми, относительно каких-то сообществ, в которых вы состоите, социальных сетей и так далее. Помимо этого, третий дом – дом хобби, и когда Юпитер идет по третьему дому, у вас может резко увеличиться количество интересов в жизни, когда вы начинаете учиться, ходить на конференции, на мероприятия, когда у вас расширяется круг знакомств, когда вы просите какого-то совета, либо сами кому-то советы раздаете, и все в таком роде. Очень много указаний по этому Юпитеру на то, что ваши цели, планы и ваши задумки, мечты будут очень сильно зависеть от той информации, которую вы будете получать, и от тех событий в жизни, которые будут у вас происходить, от других людей, от тех людей, с которыми вы каждый день общаетесь, либо от каких-то документов, которые вам нужно оформить. То есть такой период, когда у вас все может разворачиваться. Вы планировали одно, получится по итогу по-другому. С 8 июня по 4 июля в этот же третий дом гороскопа зайдет Венера. Венера в третьем доме гороскопа, как управитель всего вашего гороскопа, показывает действительно вашу направленность, куда вы в это время направлены больше всего. Это общение, это какая-то информация, это дом собственных усилий. То есть, с одной стороны, вы получаете какие-то новости, с другой стороны, вам нужно прикладывать много собственных усилий, какой-то инициативы, знакомиться, общаться, налаживать связи, партнериться, с кем-то, может быть, устанавливать какие-то контакты. Плюс может быть такое, что кто-то из тельцов начнет учебу на новую профессию. То есть не просто на курсы сходить, а прям какое-то хобби, которое может потом вам в дальнейшем пригодиться как профессия. То есть монетизация потом на это дело может наложиться. И это может быть и курсы вождения, и курсы финансовые какие-то, и курсы по красоте, и курсы по каким-то, допустим, по питанию, по косметике, что-то в этом роде. Но и технические какие-то документы, то есть по банкам ходить тоже, по каким-то инстанциям ходить, тоже такое все по Венере. В общем, очень активный, насыщенный июнь у вас намечается, какой-то и общительный, в том числе Венера в третьем доме еще про такие вот поездки любовные, Венера в третьем доме про переписки любовные, Венера в третьем доме про какие-то хобби, про то, что нам нравится, про рукоделие, внимание на руки тоже может быть. В общем-то, Венера и Юпитер – это две мягкие планеты в третьем доме гороскопа, они будут в очень сильном для себя положении, поэтому вы можете получить и какие-то хорошие навыки, и язык как-то подучить, и учителя своего найти, и насладиться общением. То есть в принципе, период должен быть очень даже интересным для вас. С 15 июня по 16 июля Солнце зайдет в ваш второй дом гороскопа. И Солнце во втором доме гороскопа, а 15 июня еще будет новолуние в этом втором доме гороскопа. Новолуние во втором доме гороскопа – это начало чего-то нового в сфере финансов, питания, речи, родительской семьи. То есть это может быть новая работа, премия какая-то, выплата,
что-то новое у родителей, либо какая-то крупная покупка. А когда Солнце идет по второму дому гороскопа, оно подсвечивает вопросы питания, вопросы родителей, вопросы речи, лица, ресурсов, которые у вас есть. Но также Солнце и дает желание каких-то крупных покупок, то есть что-то купить себе такое, что вот никогда обычно вы себе не покупали. Солнце может указывать на поступление дохода от недвижимости и транспорта, от земли. Мама может финансами помочь, но при этом будет желание что-то вот такое, яркое купить. С 20 июня по 2 августа по вашему первому дому гороскопа пойдет Марс. Марс в первом доме гороскопа фокусирует также на темах Земли, недвижимости. Марс еще, когда идет по первому дому гороскопа, это часто там пойти анализы сдать, укол какой-то сделать. И при этом Марс указывает на поездки тоже. Марс указывает на активные события в личной жизни у тельцов. На то, что могут быть либо разлуки длительные, либо на то, что знакомства в поездках. И Венера в третьем доме это тоже подтверждает. То есть знакомства какие-то в поездках тоже могут быть. Но тема места проживания будет актуальна, тема недвижимости будет актуальна. Отношений с мамой может быть, ну и Марс будет давать желание вот что-то с собой поделать такое, типа там на уколы походить, какую-то, может быть, хирургическую процедуру сделать. Кто-то может с вами настойчиво знакомиться с некоторыми из тельцов, то есть тоже такое может быть, что кто-то будет искать, мало того, что вы налаживаете активно связи, так еще и с вами кто-то может налаживать активно связи. В общем, очень у вас интенсивный и насыщенный период на новые знакомства и общение. А с 22 июня по 7 июля в ваш третий дом гороскопа зайдет Меркурий, в этот же дом документов, хобби, коротких поездок, разговоров, коммуникаций. И Меркурий еще с 29 июня будет ретроградным, то есть потом он, конечно, может приостановить все вопросы, которыми вы будете заниматься, но изначально Меркурий в третьем доме гороскопа это суета. Тут есть указание на вложение денег, сил, ресурсов в документы, в хобби, опять же, то есть покупать какие-то курсы, покупать какое-то оборудование, технику, но до 29 июня лучше это делать, потому что с 29 июня Меркурий ретроградный и нежелательно технику покупать, но в принципе будет интерес к этой теме. Очень много общения, в том числе про документы, в том числе новые знакомства, в том числе в социальных сетях, в том числе какие-то поездки, в том числе какая-то информация новая для вас. И Меркурий вот эту суету подтверждает. Помимо этого Меркурий дает указания на оформление документов на детей, на творчество, на хобби, на какие-то мероприятия. То есть возможно даже покупать билеты куда-то, организовывать какие-то поездки и так далее. Все в таком роде. Но, как я уже сказала, с 29 июня, когда Меркурий станет ретроградным, какие-то вопросы, которые вы в этот момент будете решать, они могут не завершиться до конца. То есть может быть какой-то откат, и вам нужно будет несколько раз прилагать усилия, например, или попробовать не с первого раза может что-то получиться. Но имейте в виду, просто имейте терпение. 30 июня состоится полнолуние в вашем 8 доме гороскопа. Полнолуние это всегда в 8 доме сюрприз. Это какие-то, опять же, какие-то полнолуние в 8 доме вообще здесь подтверждает общую тенденцию всего месяца для вас. Какой-то сюрприз. Но я не говорю, что это плюс или минус, потому что всегда просто что-то, что мы не знали, что было от нас скрыто, что было от нами не в нашей власти, мы не могли на это повлиять. Но как бы появляется какая-то информация, и мы с этой информацией должны что-то делать. Значит, полнолуние в 8 доме гороскопа может еще и дать завершение тех ситуаций, которые давно не решались, которые давно были у вас под вопросом, как это решится. То есть разрешение как кульминация какого-то события. Но, в общем-то, это полнолуние просто подтверждает то, что весь месяц июнь для вас может быть таким очень меняющим все, очень меняющим то, что вы планировали, и то, что вы не планировали. То есть куда-то вас ветер перемен понесет в это время. Близнецы. 1 июня
в ваш второй дом гороскопа возвращается Юпитер, и будет там Юпитер до 31 октября. Юпитер уже был в вашем втором доме гороскопа с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года. Поэтому, в принципе, вы можете повспоминать, что в вашей жизни происходило в это время в сфере доходов, ваших ресурсов, питания, у родителей, может быть, в сфере вашей энергии, может быть, что-то вы делали, там зубы лечили или что-то в этом роде. Потому что Юпитер, идя по второму дому гороскопа, акцентирует внимание на теме доходов и увеличивает ресурсы. Кто-то мог получить какую-то премию, кто-то мог получить повышение заработной платы, кто-то мог, в принципе, там собрать, саккумулировать какие-то деньги, насобирать на какую-то покупку. То есть может быть такое повторение такой истории, что у вас в это время увеличиваются доходы, увеличиваются ваши возможности спать, отдыхать, есть, и может быть семья родительская растет, и все в таком роде. Помимо этого, для некоторых близнецов транзит Юпитера по второму дому гороскопа меняет состав, не состав, меняет статус в отношениях. Если вы не в отношениях, то могут быть отношения. Если вы в отношениях, то статус в отношениях может поменяться. У некоторых близнецов может расти должность, но и что-то в работе может улучшиться, какая-то протекция, какое-то улучшение условий труда, какое-то улучшение условий, режим работы, может быть, и все в таком роде, то есть что-то у близнецов может поменяться в лучшую сторону скорее. Доход от консультаций, кстати, может быть, и даже доход от партнерств тоже у некоторых близнецов. С 8 июня по 4 июля в этот же второй дом гороскопа в компанию к Юпитеру зайдет Венера. На самом деле это очень клево, потому что и Венера, и Юпитер это две мягкие планеты, две планеты благодетели. Они обе отвечают за финансы, они обе отвечают за удовольствие. Тут есть как бы как плюс, так и минус. Венера в компании с Юпитером во втором доме денег, она очень способствует тому, чтобы выросли очень хорошо в этот период ваши доходы, чтобы вы могли заработать на чем-то, какую-то получить премию, какой-то бонус. С одной стороны. С другой стороны, Венера кайфушница у нас, и Юпитер, он тоже кайфушник в какой-то степени. И поэтому в это время есть риск того, что вы начнете очень сильно, интенсивно много питаться, меньше следить за этим питанием, больше внимания уделять своим удовольствиям. То есть кто-то из близнецов просто возьмет и будет отсыпаться, ничего не делать, лениться. Плюс будет желание потратиться на косметику, на туалетную воду, например, там, на какую-то красоту, на одежду. То есть растаскивать эти транзиты тоже будут и будут способствовать как расширению дохода, так и тратам на то, на что вы обычно не тратите, на свои удовольствия, на свои хотелки. Венера указывает на то, что могут приходить деньги из-за границы, от друзей, не от друзей, из-за границы, из другого города, из другой страны, от творчества, от детей, от каких-то мероприятий. Например, провели какую-то игру, либо там подарили вам подарок от романтики, какой-то от влюбленности и так далее. То есть, в принципе, может быть такое, что вам и подарки дарят в это время. Но, как я уже сказала, будут и соблазны. Вообще еще будет желание украшать лицо, зубы, зрение. То есть может быть такое, что там очки покупать, подбирать. Может быть, какую-то, обратите внимание, там пластику будет желание сделать. И изучать иностранные языки, и в этот период даже хорошо их изучать, они могут хорошо пойти, когда Венера и Юпитер будут идти по второму дому гороскопа. Украшать речь, может быть, какие-то курсы ораторского мастерства, то есть внимание к голосу, к вашим ресурсам, к вашим
к вашему времени, сколько вы спите, сколько отдыхаете и так далее. С 15 июня по 15 июля Солнце пойдет по вашему первому дому гороскопа, и 15 июня еще будет в первом доме гороскопа новолуние. Новолуние — это начало чего-то нового в первом доме, это имидж, репутация, перемены во внешности, в статусе, когда будет новолуние. А Солнце в первом доме, оно как бы выводит вас немножко на видное положение. То есть обычно в вашей жизни происходят какие-то события, какие-то вещи, которые приковывают к вам внимание. То есть это может быть по-разному. Кто-то, например, там долго не работал, устроился на работу и рассказывает всем: я устроился на работу, вас поздравляют, обсуждают. Или у кого-то родился ребенок, и все родственники там начинают звонить, приходить. Или я женюсь, и все точно так же начинают приходить. Или мне сделали предложение. То есть внимание приковано к вам. Вы выходите на первое место, в вашей жизни происходят какие-то события. Очень тоже у близнецов в этот период ярко могут происходить перемены в личной жизни. Потом еще есть указания на то, что друзья как-то могут влиять на вас. Ну, какие-то советы вы можете получать, какие-то документы на себя оформлять тоже. То есть что-то, фокус перемещается на вас, на вашу личность. Может быть, какие-то документы будут оформляться, может быть, кто-то захочет там поменять фамилию, имя, паспорт и так далее. С 20 июня по 2 августа по вашему 12-му дому гороскопа пойдет Марс. Марс указывает на траты, на переоформление счетов, карт, выход из каких-то сообществ, разлуку с какими-то друзьями, на то, что вы можете отправляться в командировку, в какую-то длительную поездку, может быть, даже на какие-то мероприятия, типа поехать на матч по футболу куда-то в другую страну, на какое-то спортивное соревнование, может быть, даже в некоторых случаях поехать в больницу, например, или в санаторий в какой-то, то есть какие-то дальние поездки по этому Марсу могут быть, плюс желание заниматься спортом. У некоторых близнецов проснется спортивная физическая активность, плюс что еще здесь может быть? Выяснять какие-то вопросы, например, про недвижимость за границей. То есть это, допустим, организация какого-то отдыха, каких-то поездок и бронирование отеля, например. То есть Марс в 12 доме гороскопа. И еще Марс в 12 доме гороскопа может дать, знаете, что победу над чем-то, на какие-то соревнования, если вы едете, выигрываете, да, победу над чем-то, победу над соперником, победу над какими-то обстоятельствами, победу над какими-то долгами, вредными привычками и все в таком роде. С 22 июня по 7 июля по вашему второму дому гороскопа пойдет Меркурий, и Меркурий еще с 29 июня будет ретроградным, начнет откатываться обратно в ваш первый дом гороскопа. Но второй дом гороскопа, как мы уже выяснили, это дом денег, ресурсов, питания, речи, родительской семьи. И Меркурий — это управитель всего вашего гороскопа, то есть он показывает, что вы в этот период направлены больше всего во второй дом, то есть вы сами. Что-то там помогать выяснять родителям, считать, сколько есть денег, собирать деньги, сколько я заработаю, договариваться об уровне оплаты труда, переговариваться о доходах каких-то, сколько мне будут платить, сколько мне заплатят премию, сколько вы мне повысите, да, или если я приду к вам на работу, сколько вы мне будете платить. Сколько я сплю, сколько я помогаю другим людям, сколько я времени трачу там на то, чтобы сидеть в интернете, и все в таком роде. И речь, зубы, все, что связано с лицом, тоже может быть актуально. Есть еще указание на то, что вы можете получать доход от недвижимости, транспорта, финансовую помощь от мамы. Но у вас прям Юпитер, Меркурий и Венера во втором доме гороскопа — это очень такая денежная история. Может быть, даже со счетов выводить на наличные как-то. Но будет фокус на деньги и на ресурсы. Однако с 29 июня, поскольку Меркурий становится ретроградным, может быть такая история, что то, что вы будете делать, оно может в какой-то момент застопориться, и может быть не с первого раза. Даже переговоры по деньгам, переговоры по уровню оплаты труда, переговоры по каким-то ресурсам, они могут застопориться и откатиться. Если вы, например, продаете квартиру, машину, потому что
Здесь тоже могут быть такие результаты, либо вы покупаете, например, да, потому что Марс у нас тоже указывает на какие-то крупные покупки, то, может быть, не с первого раза договорились о цене, и какие-то перемены по стоимости тоже могут быть. А 30 июня будет полнолуние в вашем 7-м доме гороскопа, доме партнерства, брака, личной жизни, других людей. Полнолуние в 7-м доме гороскопа может менять статус в отношениях. Но об этом я уже говорила, да, что здесь может быть здесь есть несколько указаний на то, что статус в отношениях может меняться. Может менять что-то у партнера, может давать выход из каких-то команд, смену команды, например, переход из одного отдела в другой на работе, то есть какие-то перемены в партнерстве. Раки. 1 июня Юпитер возвращается в ваш 1-й дом гороскопа, где проводит до 31 октября. Актуальным будет вспомнить, что в вашей жизни, в сфере вашего здоровья, вашего имиджа, вашей репутации, вашей внешности происходило в период с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года, потому что это второй заход Юпитера. И события частично либо полностью могут повториться, то есть то, что происходило тогда, может быть актуально и сейчас. Эти события могут касаться еще и темы обучения, темы детей, темы медицинских каких-то осмотров, вопросов здоровья, вопросов внимания к своему телу, самочувствию, состоянию. Кто-то из раков может действительно забеременеть, кто-то из раков может пойти на учебу. У кого-то из раков могут быть актуальны и вопросы личной жизни в том числе. То есть, в принципе, вспоминаем, еще Юпитер может давать расширение тела, поэтому держите руку на пульсе своей привычки, но, в принципе, вспоминаем, что было, что происходило тогда в те периоды, очень может быть актуально повторение тех событий и тех вопросов, в том числе, в первую очередь, конечно, это вопросы тела и учебы и вашего мировоззрения. С 8 июня по 4 июля в ваш 1-й дом гороскопа еще тоже в компанию к Юпитеру заходит Венера. Венера и Юпитер, в принципе, кстати говоря, в этот период некоторых раков могут сделать, знаете, такими экспертами в моде. То есть у вас вообще на самом деле вот это сочетание Венеры и Юпитера в 1-м доме гороскопа может дать возможности как-то разобраться, понять что-то про красоту, про свою внешность, внимание направить, потому что Венера, конечно, она про красоту, про то, чтобы заниматься собой, менять гардероб, ухаживать за собой, любить себя и любить других в том числе, то есть и перемены в отношениях могут быть, и какие-то знакомства могут быть. Также Венера про то, чтобы что-то делать, чтобы исполнить какие-то свои желания, реализовать какие-то свои цели, мечты, может быть, желание купить автомобиль, либо что-то поменять в сфере вот транспорта. Но автомобиль — это не только автомобиль, транспорт, тут могут быть велосипеды, самокаты, мопеды, у кого-то самолеты, вертолеты и так далее. И может быть влияние друзей на вас, влияние каких-то сообществ, получение каких-то подарков. В общем-то, Венера здесь дает благоприятные результаты и дает ваш расцвет какой-то. С 15 июня по 16 июля Солнце зайдет в ваш 12-й дом гороскопа, и 15 июня будет еще новолуние в 12-м доме гороскопа. Новолуние в 12-м доме гороскопа может давать какую-то поездку или начало какого-то процесса в другом городе, в другой стране, в какой-то закрытой организации, а Солнце, в принципе, может высвечивать вопросы, связанные с дальними поездками, с закрытыми организациями, с какими-то, может быть, санаториями, пансионатами, монастырями и все в таком роде. Но и Солнце обычно дает период немножко уединения такого, когда мы чаще куда-то выходим гулять в одиночестве, может быть, даже может быть творческий такой период, траты какие-то, перевод денег за границу в другой город, в другую страну, какие-то дела могут быть финансовые, связанные с другими городами, другими странами. С 20 июня по 2 августа по вашему 11-му дому гороскопа пойдет Марс.
Марс в 11 доме гороскопа вообще-то говорит о том, что раки могут участвовать в каких-то конкурсах, соревнованиях, какие-то экзамены сдавать, побеждать, где-то получать награды, премии, призы, то есть что-то отстоять, отвоевать, какой-то титул, например. Плюс кто-то из раков может получать повышение заработной платы, но такое, как бы тоже, которое нужно завоевать, то есть премию какую-то, которую нужно завоевать, какую-то награду, которую нужно завоевать. Помимо этого, кто-то из раков может по работе войти в какой-то, например, наблюдательный совет, в какой-то профсоюз, в какой-то комитет, в какое-то сообщество, ну, в том числе, может быть, с целью в этом сообществе вместе действовать сообща, какие-то цели отстаивать. В принципе, вот этот транзит Марса по 11 дому гороскопа, он может быть еще такой, про отстаивание интересов каких-то сообществ. С 22 июня по 7 июля по вашему первому дому гороскопа пойдет Меркурий, то есть опять по дому тела, по дому личности, внешности. Меркурий говорит о том, что нам нужно про себя что-то рассказывать и про себя тоже что-то узнавать, выяснять, но и рассказывать. То есть это бывает, когда человек, например, ходит на собеседование, где-то выступает, какую-то презентацию делает. Меркурий еще и про поездки дальние, тоже про перемены в личной жизни, про знакомства в поездках, про влияние на вас с двух сторон, получается, и Меркурий, и Венера, влияние на вас друзей, влияние на вас каких-то людей, сообществ, то есть и такая активность именно, что могут кто-то вам советы давать, кто-то может вам в чем-то помогать, но и про себя много, про себя познавать, себя узнавать, себя измерять, о себе рассказывать, для себя что-то делать, говорить о себе, да, и себя ставить в этот период на первое место. Но с 29 июня Меркурий еще будет ретроградным, поэтому эти дела, которые вы начнете под влиянием Меркурия, они могут получиться не с первого раза, либо в этот период застопориться, то есть может произойти какой-то откат. Например, вы договорились куда-то поехать, поездка отодвинулась. Просто нужно иметь в виду, что может получиться не с первого раза то, что вы будете делать. А 30 июня будет полнолуние в вашем шестом доме гороскопа. Шестой дом – это дом труда, рутины, препятствий, дом кредитов, лечения. И полнолуние в шестом доме гороскопа, оно может давать перемены в работе, избавление от вредных привычек, борьбу с вредными привычками, изменения в режиме труда и отдыха, изменения в долговых обязательств, например, там, погашение каких-то долгов, изменения в работе, то есть смену работы, появление новой работы. Ну, скорее, конечно, не по полнолунию, но все-таки перемены в работе какие-то могут быть, смена должности, например, и смена режима спортивного, то есть что-то, что связано с шестым домом гороскопа, с домом труда, режима борьбы с вредными привычками, кредитования, долгов, что-то может поменяться, то есть что-то может закончиться, начаться какой-то другой этап. Но это скорее к тому, что вы будете выбирать себя и что-то будете делать для себя. Критически подойти к какой-то ситуации и направить все внимание на то, чтобы сделать для себя хорошо. Львы. С 1 июня по 31 октября Юпитер повторно заходит в ваш 12-й дом гороскопа. Повторно, потому что с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года Юпитер уже шел по вашему 12 дому гороскопа. Поэтому можно подумать, что было в вашей жизни в тот период, какие важные вопросы в этот период решались. Юпитер в 12 доме гороскопа склоняет к тому, чтобы переезжать, менять что-то в работе, менять что-то в сфере недвижимости, транспорта, земли, в отношениях с мамой, но это очень яркая комбинация на переезд, на смену места жительства, на какие-то дальние поездки, на то, что у вас будет много дел, связанных с дальними поездками, с другими городами, с другими странами, то есть, может быть, какие-то там вопросы решать и так далее. Помимо этого, у кого есть дети, это может быть период отъезда детей в другие города, в другие страны, то есть дети поехали учиться, например, куда-то, может быть, поездки ваши по учебе в другой город, в другую страну,
страну, либо ваши поездки по вопросам детей, деторождения, по вопросам участия в каких-то мероприятиях, тоже в другой город, в другую страну. С 8 июня по 4 июля по вашему 12 дому гороскопа пойдет еще и Венера. Венера в компании с Юпитером в 12 доме гороскопа указывает тоже на то, что вы можете даже по работе куда-то отправиться. У кого-то из львов прям тенденция на то, чтобы поменять работу, либо поменять статус, либо на какое-то время отправиться, например, в отпуск. Но может быть такое, что вы по работе едете в командировку в другой город, в другую страну, либо общаетесь с иностранцами. Есть еще указание на то, что вы можете передавать вещи какие-то туда-сюда, перевозить, например, запчасти к автомобилям заказывать или просто свои вещи куда-то перевозить. То есть какая-то активность именно, что вам нужно перемещаться, либо организовывать какие-то перемещения между другими городами, другими странами. Но Венера еще может дать период творчества в работе. Творчество типа фотосессии, видеосъемки, какие-то презентации и так далее. С 15 июня по 16 июля по вашему 11 дому гороскопа пойдет Солнце, и 15 июня в 11 доме гороскопа будет еще и новолуние. И с этой точки зрения, новолуние в 11 доме, в доме наград, достижений, доме дополнительной прибыли, доме сообществ, счетов, а новолуние здесь может давать начало чего-то нового, то есть открытие какого-то счета, открытие депозита, вступление в какое-то сообщество, исполнение мечты, постановку какой-то цели. Но Солнце в 11 доме гороскопа будет направлять фокус вашего внимания, это управитель всего вашего гороскопа будет направлять фокус вашего внимания на тему счетов, накоплений, друзей, сообществ, на тему ваших ресурсов, но это не ваши деньги в кошельке, это длинные деньги, которые у вас есть там в запасе. Поскольку Венера и Юпитер будут идти по 12 дому гороскопа, это две планеты финансовые, а Солнце будет идти по 11 дому гороскопа, который тоже отвечает за прибыль, это может говорить о больших расходах, либо о больших тратах, именно таких необдуманных, незапланированных. Для вас актуальная рекомендация будет состоять в том, чтобы внимательно просчитывать ваши возможности финансовые. Солнце может говорить о том, что вы будете общаться в кругу друзей, конечно, что вы будете в соцсетях активничать, что вы будете там счета какие-то оформлять. Но еще там дальше я буду рассказывать, будут тоже такие указания на то, что вопросы денег будут очень актуальны. С 20 июня по 2 августа по вашему 10 дому гороскопа, дому статуса, работы, карьеры пойдет Марс. Марс про конкуренцию в работе, про отстаивание своего права какого-то. Марс про то, что еще ваша репутация в этот период может быть как-то на виду. То есть вы можете, конечно, у каждого свое, да, у кого-то так, у кого-то по-другому, у кого-то может быть так, что, например, вы просто в это время будете регистрировать там, допустим, недвижимость, будете прописываться, будете организовывать посещение какого-то отеля. Транзит Марса по 10 дому гороскопа указывает на то, что в этот период, то есть пока Марс будет идти по 10 дому, что кто-то из львов может пожить не дома, в гостях где-то, в гостинице, то есть какое-то время пожить не дома. Но в принципе, это дом, который отвечает за нашу репутацию, и в это время можно как-то так вот очень активно себя вести в общественных вопросах, как-то отстаивать себя. То есть такое может быть. Потом у некоторых львов Марс тоже указывает на смену работы, на перемены в работе, поэтому у вас очень актуально, может быть, поменять работу, может быть актуален поиск работы, отстаивание своего права на какую-то деятельность. И вопросы денег, и не просто денег, а денег, которые у вас есть на счетах, вопросы крупных каких-то сумм тоже могут быть актуальны. А с 22 июня по 7 июля по вашему 12 дому гороскопа пойдет Меркурий, и с 29 июня он еще будет ретроградным. Меркурий управляет двумя домами ваших денег, и получается, что управитель ваших двух домов денег в 12 доме, Юпитер как планета денег в 12 доме, Венера как планета денег в 12 доме, и это значит, что
Либо вы очень много тратите, либо вы что-то очень сильно большое покупаете, либо вы куда-то свои деньги все выводите. Как будто бы вы все деньги куда-то переводите. Меркурий как раз указывает, как управитель двух домов денег в 12 доме, на то, что мы что-то покупаем, может быть, за границей, либо просто куда-то выводим свои деньги, выходим из каких-то сообществ тоже, закрываем какие-то счета, переоформляем какие-то счета, расстаемся даже с некоторыми друзьями, может быть, то есть какая-то деятельность, как будто бы какие-то хвосты почистить, либо как будто бы у вас какая-то серьезная такая крупная задумка, и вы к ней готовитесь. Но с 29 июня вопросы, которыми вы будете заниматься, финансовые, в первую очередь, могут затормозиться, может что-то поменяться, что-то пойти по другому пути, не так, как вы рассчитываете, либо вы можете в чем-то передумать, потому что Меркурий затормаживает процессы, и можете быть готовы к тому, что может получиться не с первого раза то, что вы задумаете. А 30 июня будет полнолуние в вашем пятом доме гороскопа. Полнолуние в пятом доме гороскопа – это период окончания какой-то учебы, завершения какого-то проекта, посещения какого-то мероприятия, типа там на концерт сходили, может быть и перемены в жизни детей, но с точки зрения финансов, кстати, это тоже может быть окончание какой-то вашей задумки глобальной, либо какая-то покупка, потому что пятый дом – это еще дом радости. И здесь есть указание на то, что вы можете очень сильно быть направлены на то, что вы осуществляете какую-то цель, реализуете какую-то свою мечту, очень стараетесь что-то сделать. Девы, с 1 июня по 31 октября Юпитер возвращается в ваш 11 дом гороскопа. Возвращается, потому что Юпитер в вашем 11 доме гороскопа был уже с 18 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года. 11 дом – это дом дополнительной прибыли, дом наград, достижений, ресурсов, но не ресурсов больше, вот длинных денег, дом сообществ, дом исполнения желаний, подарков. И, во-первых, достаточно вспомнить, что в вашей жизни было в период с 18 октября по 5 декабря в сфере общения с другими людьми, сообществ, в которых вы состоите, в сфере дополнительной прибыли, повышения уровня оплаты труда, подарков, каких-то ваших достижений, намеченных целей, достижения каких-то целей, но также еще и в сфере поездок, путешествий, в сфере смены места жительства, в сфере продажи, если вы продавали недвижимость, транспорт, в сфере вхождения в какие-то сообщества через команду или получения возможности достичь своих целей через команду, через партнерство. Это все может быть актуально. Это хороший для вас период, благоприятный, увеличивающий количество ваших доходов, расширяющий количество и круги знакомства, удев в какой-то степени это улучшение может касаться, то есть может быть какое-то улучшение в личной жизни, может быть какие-то знакомства, какие-то предложения, получение каких-то подарков тоже может быть. А с 8 июня еще по 4 июля в этот же 11 дом гороскопа зайдет Венера. Венера управляет, помимо всего прочего, домом денег, вторым домом гороскопа у Дев. И две денежные планеты, Венера и Юпитер, заходят в 11 дом, дом денег, поэтому для Дев это очень хороший период с точки зрения возможности заработать, получить какой-то опыт, достичь своих целей, но при этом еще и кайфуя, и наслаждаясь, и общаясь с друзьями, вовлекаясь в какие-то сообщества, вовлекаясь в какие-то мечты, потому что Венера и Юпитер – это две планеты, в том числе, которые дают какой-то оптимизм, расширение, удачу, наслаждение, эмоции, удовольствие. Влюбленности в некоторых случаях могут быть у Дев в этот период времени, общение по учебе, расширение круга знакомств через учебу, через вовлечение в какие-то
государственные дела, может быть, либо через вовлечение в какие-то философские вопросы, вот какая-то такая история. Но Венера и Юпитер в первую очередь в 11 доме гороскопа это хорошо для денег, это хорошо для финансовых возможностей и загадывать желание в это время надо. Надо в это время мечтать о чем-то, потому что когда вы будете в это время о чем-то мечтать, оно может легко исполниться. С 15 июня по 16 июля Солнце зайдет еще в ваш 10-й дом гороскопа. Солнце в 10 и в 15 июня еще будет новолуние в 10-м доме. Новолуние это начало чего-то нового, в 10-м доме это новая работа, если кто-то ищет работу, новый статус, новая репутация, условно говоря, новая должность в работе. Но Солнце, в принципе, подсветит вопросы, связанные со статусом, репутацией, даст возможность заниматься какими-то общественными делами, внимание к каким-то общественным вопросам, либо вопросам вашего места в обществе, вашего статуса. Солнце в 10-м доме гороскопа для тех, кто ищет работу, это хороший период, оно может дать возможности, какие-то предложения по работе. В некотором случае может быть такое, что если вы работаете, к вам могут приезжать какие-то иностранные партнеры, иностранные коллеги. В некоторых случаях у дев может быть перерыв в работе, отпуск, но это может быть еще какие-то командировки по работе, какие-то поездки по работе. Но в принципе для решения общественных вопросов, вопросов получения вами статуса какого-то, это хорошие периоды, транзиты для того, чтобы брать инициативу в свои руки, инициативу в том числе про повышение доходов, потому что будет расширяться 11-й дом гороскопа. То есть какие-то карьерные транзиты у вас тоже продолжаются. С 20 июня по 2 августа Марс пойдет по 9-му дому гороскопа. Вот Марс, он тоже, кстати, частично подтверждает, потому что Марс, в принципе, указывает на подачу документов в госорганы, на то, что вы можете ходить по каким-то инстанциям, вносить какие-то предложения на рассмотрение отцу, учителю, руководителю, но и, может быть, там подавать документы к адвокатам, к нотариусам, к таким людям. Марс в 9-м доме гороскопа про такую немножко измененное тоже мировоззрение, про то, что могут очень сильно ваши паттерны поведения меняться, ваши привычные взгляды на жизнь могут очень сильно меняться. В некоторых случаях может быть религиозные, философские конфликты, конфликты интересов с точки зрения ваших взглядов и взглядов других людей. И в каких-то случаях у кого-то из дев это может быть смена руководства на работе тоже, в принципе, но с учетом остальных тенденций, с учетом остальных транзитов, это все-таки больше про решение накопившихся каких-то бумажных вопросов, которые вам нужно закрывать. Но еще Марс может указывать на переписки с иностранцами, на переписки с институтами, с какими-то зарубежными организациями и так далее. С 22 июня по 7 июля по вашему 11 дому гороскопа пойдет еще и Меркурий. С 29 июня, правда, он будет ретроградный, то есть он может там потом какие-то вопросы откатить назад. Но в принципе Юпитер, Меркурий и Венера в 11 доме гороскопа. Это очень высокая активность в различных сообществах, социальных сетях. Меркурий в 11 доме гороскопа указывает в вашем личном случае на то, что у вас может быть повышение в должности, повышение уровня оплаты труда, получение премии, какой-то награды, наградного листа, отметка вас где-то, что вы вот такие молодцы. Помимо этого, вхождение в какое-то сообщество через свой статус, в какую-то группу людей, например, там в наблюдательный совет, да, в какой-то. Потом Меркурий в 11 доме, как управитель всего вашего гороскопа, указывает на то, что вы в принципе сами направлены на то, чтобы поставить какую-то цель, реализовать какую-то цель, добиться того, что вы хотите, какую-то мечту свою исполнить, подарок какой-то получить, что-то вот такое вот организовать. Может быть, интерес к теме счетов, накоплений, депозитов, что-то там открывать, переоформлять, карточки перевыпускать. Много проявления вас в социальных сетях. Если вы ведете соцсети, то у вас прям может какой-то поток энергии прорвало, все прям идеи приходят, хочется каждый день что-то делать, что-то снимать, что-то писать и так далее. То есть очень большая публичность, публичная активность, социальная активность может быть.
Но с 29 июня Меркурий будет ретроградным, поэтому если у вас будут договоренности, что вам, например, повышают заработную плату, то эти договоренности, они могут еще на какое-то время откатиться, а может быть пересмотр принятых решений, либо про вхождение ваше в какие-то коллективы, либо про, опять же, счета, карточки, деньги, какие-то вопросы могут откатываться, но на время, потому что потом Меркурий опять вернется в ваш 11 дом гороскопа. А 30 июня будет полнолуние в вашем 4 доме гороскопа. Полнолуние – это период завершения чего-то, а 4 дом – дом места жительства, транспорта, недвижимости, мамы. Полнолуние в 4 доме может давать какую-то поездку, перемены в том месте, где вы живете, изменения в отношениях с мамой, либо какие-то перемены у мамы, поездка, да, как я уже сказала, прописка, перепрописка, может быть, изменения, там, продали квартиру, машину, ремонт какой-то затеяли, или же какой-то обмен сделали, то есть что-то в 4 доме гороскопа может поменяться. Но, в принципе, для вас, как середина мая, июнь, это все-таки транзиты, которые немножко повышают ваши возможности, улучшают ваши возможности. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был сегодня прогноз для овнов, тельцов, близнецов, раков, львов, дев. Я напоминаю тем, кто интересуется астрологией, о том, что с 5 июня стартует курс по дробным картам. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.